Вот я всегда говорю, не ждите игры, никакие, и получайте от них гораздо большее удовольствие, чем от неоправданных ожиданий. Так случилось и с The Evil Within 2. Первая была очень самобытная, крайне японская, до омерзения жуткая и по-хорошему дурная, но даже на консолях хромала в техническом плане, а управление для некоторых было как Родео на механическом быке. Но вот мне, например, все равно понравилось. И, пожалуй, сразу отвечу на вопрос, а нужно ли играть в сиквел, если не прошел оригинал? Ну, было бы неплохо, но можно начинать сразу со второй, но предварительно почитав хотя бы вики по игре. Ну или посмотреть ролики с разбором сюжета на ютубе, так будет даже проще. Да, какие-то моменты не вызовут должного чувства ностальгии, но сиквел самодостаточен и каких-то сценарных недомолвок в нем нет. Вторая часть обошлась без великого Синдзи Миками, по крайней мере в роли гейм-директора, теперь он просто продюсер игры, а режиссировал игру тот парень, что работал над визуальными эффектами и DLC к первой части. И это сильно поменяло саму игру, но ни в коем случае не отменило ее прошлых заслуг. Фирменные приемы и классическая микамевская шиза здесь осталась. Но игре явно была нужна новая аудитория, которая врубается, что здесь вообще происходит, поэтому логично было сделать игру более европейской, но и не скатываться до заводской голливудчины, хотя я вполне вижу новую часть как большое, круто срежиссированное кино. Здесь все так же фигурирует зловещая корпорация Мёбиус, снова людей закидывают в специальные ванны и отправляют в STEM, местный аналог Матрицы, где естественно снова все пошло не так. А кто у нас уже специалист по наведению порядка в подобных инсепшенах? Себастьян Кастеланос, конечно же, и по чистой случайности все крутится вокруг его, как он думал, погибшей дочери, которая стала ядром созданного в едином сознании города, и бывший коп без лишних вопросов ныряет в психоджакузи, чтобы ее спасти. Вход в STEM через 3, 2, 1. Еще в одном из прошлых подкастов я говорил, что The Evil Within 2 это такой правильный Silent Hill, которого мы действительно заслужили. Плюс еще это и та игра, в которой можно утолить голод по The Last of Us 2. Но референсы с 4-м Резидентом тянутся еще с первой части. Но забегая вперед, она не страшная, скорее просто жутковатая. Если первая часть была линейной, то здесь появилось две больших открытых локации. Сначала я даже забеспокоился, что вся игра будет в open world и меня замучит бесконечным бэктрекингом, как это часто бывает. Но, к счастью, я ошибался. Подобные главы нужны, чтобы побольше узнать о сюжете, собрать записки, документы и эхозаписи о важных событиях. Редкая игра, где искренне интересно собирать все коллектаблс, но вот про сам сюжет я особо говорить ничего не буду, не потому что спойлер или что-то еще. Нет, здесь куча историй, которые очень важно увидеть самому. И добрая половина из них рассказана в сайд-квестах, поэтому обязательно спасите черного парня на грузовике, как минимум. Обычно я так не делаю, но здесь я решил начать игру сразу на кошмаре. И как раз благодаря выбранному уровню сложности The Evil Within 2 для одного игрока может быть клевым шутером с тупыми зомби, а для другого жопоразрывающим выживачом. Ну, посудите сами, автоприцела нет, ну в смысле совсем нет, индикатора стелса тоже нет, убиваю чуть ли не с 1-2 ударов, а крафт патронов значительно дороже. И это все с учетом того, что сами они попадаются гораздо реже. Сурово, но в этом есть какое-то особое напряжение, необходимое для наиболее сильного погружения в игру. Большую часть тварей я в итоге убивал в стелсе. И все потому, что стрелять слишком опасно, все вокруг тебя услышат, да и на кошмаре непрокачанное оружие будет порхать прицелом как бабочка. Иногда, конечно, мой внутренний Рэмбо вырывался наружу, и мне хотелось расстрелять всех, кто только пошевелился. Но скромный запас амуниции сразу же меня осаживал до пробежки к ближайшим кустам, ведь только они иногда позволяли мне выкашивать зомбей пачками. Кусты — твой лучший друг. Прям как после дискотек 90-х. Тихое убийство — это всегда жестоко и эффектно, но какого черта нельзя было сделать эти бэкстебы не только в скрытном режиме? Почему, когда я оказываюсь за спиной врага, я не могу его убить? Мне не один раз в таких моментах отрывали хлебал, и это жуть как бесит. До самих монстров особо не прикопаешься, выглядят они круто, и да, среди них отчетливо видна классификация тварей, как это было, ну, в том же The Last of Us. Тут даже что-то типа щелкуна есть, тоже неприятно мурчит и неохотно убивается с первого раза.
Все зомби действительно тупые, но они такими и должны быть. В этом плане удобно отмазываться тем, кто писал местный искусственный интеллект. Стрелять в Evil Within все равно очень круто. Вот эта вот давящая атмосфера, само ощущение оружия, это вот то, что нужно. Но самый очевидный фаворит для меня был обычный пистолет. Благодаря самой низкой цене на крафт я сразу понял, что прокачивать нужно в первую очередь именно это оружие, а там уже и криты будут, и больше магазин, и сам урон. Странно, что Magnum решили вынести в отдельную категорию, чему я немного не порадовался, но раньше второго прохождения его, в общем-то, вам никто не даст. Вторым любимым оружием у меня стал арбалет. Взрывающиеся мины просто лучшее, с чем я тут развлекался. Обычный гарпун тоже оказался неплох, тем более для крафта он требует только железные трубы, а больше их никуда не пришпандюрить. Но замораживающие и электрические ловушки в одном из моментов просто спасали мне жизнь. Остальное оружие не то чтобы хуже, пострелять из дробовика это всегда классно. Просто совсем не рентабельно касательно ресурсов. Патроны кончились. Например, снайперку я расстрелял на первом же боссе и за все прохождение нашел только 3 дополнительных патрона для нее. Автомат поюзать особо тоже не получилось, потому что его дают буквально в самом конце, а там с амуницией вообще проблемы. Да и про огнемет тоже можно не говорить. Найти его несложно, он просто падает с босса, но починить... это было нудно. Хотелось бы иногда и загадки какие-то поразгадывать. Их тут всего парочка, но интересными их сложно назвать. А для меня именно они всегда ассоциировались с жанром после первого Resident Evil. Очень хочется, чтобы разработчики все же уделили побольше времени ближнему бою. Разумеется, не стоит все скатывать до уровня Dead Rising с его безумным крафтом. Было бы забавно добавить сюда перекаты и всякие биты, например, или железные топоры, к примеру. Немного Dark Souls, мне кажется, не повредило бы. Хотя подобное уже реализовано в Let It Die. Но самая спорная сторона вопроса — это боссы, как это ни было бы удивительно. Каждого босса можно банально и бесхитростно перестрелять. Если честно, то они в принципе легкие, хотя привычку делать потом из боссов обычных врагов не отнять. Чекпоинты, кстати, вообще странные. То их лепят после каждого чиха, как, например, в одной из миссий с этой милашкой. То ты можешь бегать в истерике от угла к углу в надежде увидеть долгожданное автосохранение, либо, как трусливый заяц, носиться по кустам до ближайшего убежища, где можно как раз сохраниться, выпить кофе и расслабить булки. В таких безопасных зонах стоит еще и найти таинственное зеркало, отправляющее тебя в кабинет Себастьяна. Детектив Кастеланос. Какая приятная неожиданность. С возвращением. Там есть возможность прокачать как себя, так и оружие, подкрывать кейсы с собранными ключами, подешевле скрафтить амуницию, посмотреть всякие собранные слайды, за которые котейка вечно приносит ништяки, и со временем там еще появится забавный тир, как в 4-м Резиденте, где тоже за определенное количество очков дают неплохие бонусы. The Evil Within 2 это более чем удачный сиквел, пусть и не идеальный, пусть и в некоторых местах до сих пор кривенький, но чисто сюжетно и по режиссуре очень сильный. Тут вышло прям большое полноценное приключение на 23 часа. Повторюсь, что на других сложностях все в разы быстрее. Если вы пришли сюда за сюжетом, ставьте на прогулку и ни о чем не парьтесь. Впрочем, я и на легком тоже поиграл, благо в игре есть новая игра плюс и всякие классные ништяки типа костюмов и нового оружия после прохождения, включая фирменные полоски из первой части. И знаете, здесь с ними даже круче. Возможно, потому что сама игра в разы лучше работает, и теперь они придают картинке именно приятной киношности. И что самое забавное, я долгое время думал, знаете, графон для PS4 Pro весьма крут, хотелось бы увидеть игру на обычной, ну так, чисто для сравнения. Но потом на стриме в чатике я увидел, что графического патча-то и не было, и игра так выглядит на всех Соньках. И это крутой комплимент разработчикам, на мой взгляд. Но что касается реиграбельности, то лично мне хочется пройти игру снова. Как только я досмотрел титры, я сразу ринулся на новый заход, чтобы посмотреть игру уже как на веселый боевичок, где я знаю, куда идти в первую очередь, и у меня уже было почти все прокачано. Хороший расклад, чтобы дособирать коллектаблс и сделать квесты, что пропустил в прошлый раз. Но главное, что стоит сделать после прохождения в The Evil Within 2, это пройти ее на классическом режиме. Сложность та же, что и на Кошмаре, только за всю игру всего 7 сейвов,
нет автосохранений и возможности прокачиваться. Привет тем, кто прошел первую часть на Акуме. И да, для платины снова обязательно. В итоге The Evil Within 2 мне очень понравилось, причем понравилось настолько, что до сих пор в голове витает мысль, что это чуть ли не лучшая игра года. В остальном крайне рекомендую поиграть. Возможно, даже не на старте. Вообще сингловые игры живут достаточно долго, и вот взять ее на распродаже, как по мне, вот супер крутая идея. Тем более скоро Новый год, я думаю, можно будет что-то ждать. Тем более продажи у нее стартовые не такие крутые, как хотелось бы. Видимо, не все поверили в то, что игра может стать более близкой к игроку, что ли, я не знаю. Ну и от меня игре, кстати, да, непосредственно 8,5 баллов, ни больше, ни меньше. Больше хотел бы, но есть все-таки некоторые моменты, которые я, в общем-то, огласил в ролике. Ну а на этом у меня все. Это был Бейс. Если вам понравилось видео, лайки, подписочки не забывайте. Социальные сети смотрите в описании, тоже подписывайтесь. Много чего интересного там появляется. Ну и, конечно же, до новых встреч. Пока-пока.